Всем привет, уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. Сегодня я хочу поделиться с вами интересным сайтом, который называется Solo на клавиатуре. Этот сайт позволяет нам проходить упражнения слепым методом, то есть он дает вам возможность научиться печатать на клавиатуре именно слепым методом. На данном сайте он уже усовершенствован, значит, когда я обучалась, было там совсем мало языков, то есть я прошла этот курс на русском языке. Сперва я пробовала проходить его бесплатно, потом нашла этот сайт онлайн-обучения, и то есть прошла 2 раза, мне было интересно увеличить свою скорость, 2 раза мне пришлось проходить на русском языке эту программу. То есть я очень довольна, теперь мне приходится, не надо смотреть на клавиатуру, я спокойно печатаю слепым методом. Еще даже, что интересно, когда я начинаю смотреть на клавиатуру, то я намного дольше печатаю, начиная глазами искать буквы, где они находятся. А когда я ставлю пальцы именно на клавиатуру, они у меня сами непроизвольно знают, где, на каком месте находится какая буква. На данном этапе я хочу научиться сейчас испанскому языку и решила пройти на испанском языке соло на клавиатуре, чтобы можно было вслепую печатать каждую букву. Далее на будущее хочу пройти еще несколько курсов по ходу для себя еще. Вот видите, как вы видите, здесь несколько языков у нас есть: и британский, и ивритский, и украинский, и немецкий, французский, английский. Вот здесь можете посмотреть мой профиль. Я проходила этот курс в 2004 году. На данный момент сейчас, вот как я вам говорила, начала проходить на испанском языке. Сразу скажу, что мне на испанском намного проще проходить, чем я проходил на русском языке, потому что у меня уже пальцы как бы знают, где какая клавиатура находится. И мне проще было. Получилось, что я за 2 дня прошла уже больше 50 упражнений. Если я это на русском языке проходила где-то больше месяца, наверное, потому что времени было не так много, в свободное время печаталось. А здесь я уделила, наверное, 3 часа где-то вчера и позавчера где-то около 2 часов. И вот где-то около 5-4 часов мне пришлось пройти около 50 упражнений. И интерес очень, видимо, хочется выучить именно побыстрее этот язык. И уже знаешь, где какая буква находится. Есть ошибки, но не такие существенны, как были у меня на русском языке. Там я, конечно, очень нервничала. На данном этапе я спокойно уже печатаю. То есть более проще мне проходить. Советую вам пройти этот курс. Он очень удобный. Не нужно будет смотреть вам в будущем на клавиатуру. И это, во-первых, развивает вас в личностном росте, мозг хорошо работает у вас, и быстрее соображать начинаете. То есть хорошее саморазвитие для своего мозга. Советую вам, в общем, эту программу. Она в онлайне находится. Ссылочку я скину прямо под этим видео. Посмотрите, значит, здесь есть еще тест, можно пройти на скорость. Вот, нажимаете пройти тест и пробуйте проверить свою скорость. Сейчас мы с вами попробуем, так примерно как вот я пробовала, немножко видно сразу, буковки немножко забываются после испанского, начинается путаться. Ну так, в принципе, очень хорошая тренировка для своего мозга и для развития. Советую вам этот сайт, уважаемые друзья. Посмотрите, как все просто здесь уже все видно, где буковки какие находятся. Вначале вы смотрите на клавиатуру, которая находится внизу, а потом пытаетесь именно смотреть на текстовку и уже по памяти пробуйте пальцами набирать вот именно те буквы, которые находятся у вас перед глазами. Вот. Сперва это очень тяжело, сразу скажу, будете нервничать. Советую вам спокойно относиться к этому делу, не ругать себя, не бить по клавиатуре, более сдержанно себя держать, занимаясь этими упражнениями, потому что нервные клетки, они еще хуже у вас, наоборот, перевозбуждают, и получается, что у вас не получается, вы начинаете нервничать. Старайтесь более спокойно к этому относиться. Тут еще, когда выполняете упражнения, Владимир Шахидзанян, он каждый раз
дает полезные советы после каждого упражнения. Советую вам читать, и это более будет вас расслаблять при выполнении данного упражнения. Я, когда начала выполнять на испанском языке, то есть еще язык не знаю, то есть пришлось мне просто пропускать то, что было там написано. В принципе, можно было с переводом это делать, но это затрачивает очень много времени. Поэтому я как бы старался выполнять только одни упражнения. Вам советую читать, если кто не проходил еще вообще соло на клавиатуре, именно вот вначале печатайте, читайте то, что советует Владимир, потом переходите к следующему упражнению. Дальше здесь еще есть гонки на клавиатуре, то есть вы можете соревноваться именно с другими участниками этого сайта. Пробовать себя на скорости, это тоже мотивирует очень сильно, и как бы хочется заезд этот выиграть, поэтому можно попробовать и там, можно и тест на скорости проверять себя, какой у вас результат. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе всех событий. Всем всего доброго, до скорой встречи.